Приветствую всех на своем канале. Готовлю, не побоюсь сказать, настоящее королевское блюдо корейской кухни – чапче, без которого невозможно представить многие корейские праздники. Несмотря на такой высокий статус, чапче готовится быстро и просто, только продукты нужно подготовить заранее. Так что начнем. Для чапче беру говядину. Ее я нарезала тонко соломкой. Затем кладу чеснок, немного перчу, кладу сахар тростниковый, можно простой, соевый соус и кунжутное масло по ложке. Затем все перемешиваю и оставлю на некоторое время. Шпинат я слегка ошпариваю в кипятке. Варить не нужно. Сразу же вытаскиваем и прополаскиваем в холодной воде. Даю полностью стечь в воде. Заправляю шпинат, кладу ложку соевого соуса, кунжутное масло, немного черного перца, чеснока продавленного и жареные кунжутные семена. Все это я и перемешиваю. Буду использовать только часть шпината для чапче. Остальное можно кушать просто как салат. Паприку я обычно беру разноцветную, светофор. Режу соломкой, придерживаясь точно одной длины. Так нарезанные овощи смотрятся просто красиво и эстетично. Лук режу вдоль, не очень тонко. Морковь также режу соломкой. Можно пропустить через станок. Грибы я заранее отмочила в холодной воде несколько часов, периодически меняя воду. В чапче использую грибы сорта шитаке. Они у меня сушеные и древесные китайские грибы. Я их тоже замачивала в воде. Режу их на небольшие кусочки, тоненько. Теперь самое главное в этом блюде – обжаривать по отдельности овощи и мясо. Так будет намного вкуснее и будет чувствоваться аромат каждого ингредиента по отдельности. Овощи обжариваю на небольшом количестве масла, только слегка, на сильном огне. В готовом виде они должны слегка хрустеть, таким образом сохраняются все полезные свойства овощей. Ну и вкусно тоже, безусловно. Лук и морковь при жарке слегка подсаливаю по отдельности. В последнюю очередь жарю мясо и грибы. Грибы сразу жарю вместе. Вообще можно использовать свежие грибы, например, шампиньоны или вешенки. В грибы кладу немного соевого соуса, солю по вкусу. Как все знают, грибы вбирают в себя больше масла и соли. Убираю обжаренные грибы в сторону. Осталось только обжарить паприку. Ее я тоже слегка обжариваю на небольшом количестве масла. Паприку тоже слегка присаливаю. В чапче кладут только сладкий перец, острый перец не кладут, так как это блюдо должно быть не острым, как ни странно. Странно потому, что если говорить про корейскую кухню, то подразумеваем сразу, что оно острое. Но это не так. К счастью, есть такие блюда, которые можно есть и детям. Режу зеленый лук в длину 5-6 см примерно. Лапшу крахмальную батата – это сладкий картофель, замачивала пару часов в холодной воде. Затем кладу в кипящую воду. Варить долго не нужно, пару минут достаточно. Проверяем на вкус или проламываем лапшу ногтями
И если середина прозрачная, лапша готова. Сливаем воду. Прополаскивать в холодной воде лапшу не обязательно. Кладем ее сразу в большую чашку, чтобы было удобнее все перемешивать. Теперь кладем шпинат, прожаренные овощи, мясо, грибы и зеленый лук. Добавляю немного кунжутного масла и перемешиваю. Затем пробуем. Если не хватает соли, солим. Тяпче не должно быть соленым, а даже немного пресным. Так лучше чувствуется вкус овощей. По желанию добавляем кунжутные семена. И блюдо готово. Тяпче – это слегка обжаренные овощи, сохранившие свою свежесть и вкус, который вместе с тянучей бататовой лапшой и правильным балансом соевого соуса, сахара, кунжутного масла дают тот самый неповторимый вкус, который вызывает привыкание. И не нужен особый день, чтобы приготовить эту корейскую лапшу. Пусть каждый день, когда на вашем столе стоит тяпче, будет особенным. Ведь не зря же корейский король любил тяпче за разнообразие ингредиентов и текстур, которые соединяются, придавая блюду незабываемый гармоничный вкус. Устройте себе королевский обед или ужин, чтобы убедиться в этом. Друзья, если это видео было полезным, то ставьте лайк. И не забывайте подписаться на мой канал. С вами была Наталья. Пока-пока!